Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. Сегодня я была в магазине и расскажу вам, нет, не о продуктах, как вы могли бы подумать, а про насекомых. Почему? Потому что сегодня на кассе я увидела огромного рыжего таракана с большими усами. Мне казалось, что времена, когда в магазинах и квартирах водились тараканы, канули в лету, то есть ушли безвозвратно. Но, видимо, нет. Увидев таракана, я сразу вспомнила о своих страданиях в Африке, где мне пришлось столкнуться лицом к лицу с разными насекомыми. И я была к этому, мягко говоря, не готова. Первое ужасное для меня существо, которое я увидела в Габоне спустя несколько дней жизни в этой стране, был огромный коричневый таракан. Как было дело? Вечером я пошла на кухню попить водички и не включила свет, как часто делала, когда жила в Минске. Когда на улице ярко светят фонари, и ты знаешь, где находятся вода и чашки, включать свет совсем не обязательно. И тут я услышала шум, не шорох, а нормальный такой шум. Я включила свет и увидела вот такого огромного таракана на полу. Я даже вскрикнула. Оказывается, это в порядке вещей, когда тараканы с улицы пробираются в дом в поисках еды, особенно если ваши коты что-то не доели. Тараканы, так сказать, идут на запах. Если бы мне кто-то сказал, что уже через полгода я сама начну гоняться за этими тараканами и убивать их шваброй, я бы никогда не поверила этому человеку. Эти тараканы были разносчиками болезней, поэтому их никто не любил. Следующая история произошла со мной примерно спустя неделю моего пребывания в Габоне. Я пошла в душ, намылилась и вдруг увидела в углу душевой кабины большую ящерицу. Конечно, в Беларуси я видела ящериц, но, во-первых, это была африканская, а во-вторых, гораздо крупнее. Я не знала, что от нее ожидать, и ужасно испугалась. В общем, я оказалась в такой же ситуации, как герой фильма «Полосатый рейс», который мылся в ванной, тоже был весь в пене и вдруг услышал шум. Он протер глаза и увидел тигра. В общем, если вы не видели эту российскую комедию времен СССР, обязательно посмотрите ее. Я быстро смыла пену и побежала к своему молодому человеку. Он и его семья почти всю жизнь провели в Африке, поэтому он легко мог разобраться с ящерицей. Я вбежала в комнату и начала вопить, что в душевой кабине ящерица, и ее нужно убить. Он спокойно посмотрел на меня и сказал, что ящерицы очень полезное животное, что они едят комаров и мух, поэтому убивать их ни в коем случае нельзя. А потом добавил: ящерицы живут в нашем доме. Ты что, никогда не видела их на потолке? От этих слов я пришла в ужас и стала настаивать, чтобы он выбросил ящерицу, которая поселилась в душевой кабине, на улицу. Он нехотя пошел в ванную комнату, но ящерицы там уже не было. Как говорится, ее и след простыл. После этого я не раз видела ящериц в нашем доме на потолке. Так получилось, что с ящерицами я подружилась
и даже стала их защищать от наших котов, которые любили словить ящерицу на улице и мучить ее, царапать, катать, как мышь. Бедные ящерицы были в ужасе и притворялись мертвыми, но это им не помогало. Поэтому, если я видела такие издевательства, то отгоняла кота, брала ящерицу за хвост и бросала в кусты, где кот уже не мог найти ее. Больше всего мне нравились ящерицы маргуя, именно самцы. У них ярко-оранжевая голова, и они ею постоянно трясли. Мне это казалось забавным. Ящерицу маргую вы можете увидеть в моем влоге о поездке на реку Нёне. Комары. Я была очень сильно удивлена, что габонские комары мельче белорусских. Да и летали они совсем по-другому. Если белорусские комары летают прямо, то габонские комары летают вот так. Я поняла это не сразу. И меня сильно бесило то, что я не могла их словить. Мой молодой человек сказал мне, что в городе маловероятно заболеть малярией, а вот в лесу полно малярийных комаров. Но в джунглях я была только один раз, когда ездила на реку Нёне. Кстати, также он поделился информацией, что на севере Габона обитает муха ЦЦ. Но она не заразная. Ну да, конечно. В общем, если бы я все это знала до моего приезда в Африку, я не уверена, что поехала бы туда. Одно радует и успокаивает. Животные очень боятся людей и, завидев их, бегут со всех ног, то есть стараются убежать как можно быстрее. Почему? Потому что африканцы едят все подряд. Когда мы были на реке Нёне, я видела слонов только издали. Они вышли из леса, но увидели людей и побежали обратно. Слава Богу, я не видела ни одной змеи. Не видела я и огромных пауков, но однажды вечером я сидела на диване и смотрела фильм на компьютере. И тут краем глаза я заметила, что мимо меня что-то пронеслось. Я увидела только тень. Я сразу поняла, что для комара это существо слишком большое. И через какое-то время ко мне подходит мой молодой человек и говорит, что у нас в доме паук тарантула. Я очень испугалась, потому что знала, что эти пауки ядовитые. Я сразу же погуглила и пришла в ужас. Было уже поздно, но как можно спать, если в гостях у тебя тарантула? Мой молодой человек сказал, чтобы я успокоилась, что животные в Габоне просто так на людей не нападают. Правда, однажды он вышел в сад, на него с дерева упал паук, испугался и укусил его. Мой молодой человек болел несколько дней, у него даже гноилась рана. И после этого рассказа он вернулся к своим видеоиграм. Я прокралась в спальню, забралась под одеяло и стала ждать нападения паука. Спать я не могла. Не могла даже выключить свет. Минут через 10 мой молодой человек вошел в спальню и сказал, что паук, конечно, был быстрым, но он бросил в него кроссовок и убил его. Я ему не поверила и потребовала предоставить доказательства, то есть труп нарушителя покоя. Но он сказал, что выбросил его. Делать было нечего, пришлось ему поверить на слово. Кстати, когда летом однажды я приехала в Минск на пару недель, то после моего отъезда мне позвонила моя мама
и уверяла меня, что я привезла в Беларусь огромного паука, что он был очень быстрый, и она целый день гонялась за ним по квартире и только вечером смогла его убить. Наверное, он устал убегать от нее. Не могу ничего утверждать, но огромный паук по африканским и белорусским меркам – это совсем разные вещи. В общем, когда мама показала мне, какого размера был паук, то оказалось, что это был паучок. Он вполне мог быть белорусским. Я помню, как видела летом в деревне большого паука. Было тепло. Наверное, он много ел. В общем, не знаю, откуда взялся тот паук, но мысль о том, что в моем багаже мог быть вот такой вот нелегал, что он мог прятаться у меня в сумке, наводит на меня ужас. А на сегодня это были все мои страшные рассказы. Надеюсь, что вы не смотрели это видео поздно вечером. Если оно вам понравилось, повеселило вас, ставьте мне лайк. А я желаю вам не встречаться с животными и насекомыми, которых вы боитесь. Пока!